Вышивка крючком по пластиковой канве на мамочкином канале. Сегодня я вам хочу рассказать, как можно интересно вышивать крючком на пластиковой канве и использовать это для какой-то интересной задумки. Например, я сделала вот такую сумочку поясную, которая мне очень нравится. Про эту сумочку я расскажу в другом видеоуроке. Ее я делала из пластиковой канвы, которая имеет форму сумочки. Правда, ее я всю почикала, и, как видите, форма сумочки у меня получилась совершенно другая. Но об этом, как говорится, в следующем видеоуроке. А сейчас я хочу именно про вот эти узоры рассказать. Как они делаются, на что надо обращать внимание. Причем такие квадраты интересны тем, что в зависимости от того, под каким углом вы посмотрите на этот узор, он будет по-разному смотреться. Иногда мы видим треугольнички и такие бантики даже, иногда просто спиральки. Особенно это красиво, когда переливается пряжа. А от вас я буду ждать в комментариях ваше мнение по поводу и такой сумочки, и вообще по поводу данной техники. Использовали ли вы когда-нибудь, заинтересовала ли она вас? Короче говоря, жду от вас откликов. Различные товары для рукоделия, не только пряжу для вязания, вы можете найти в интернет-магазине Кудель, который предоставляет 15% скидку подписчикам мамочкиного канала. А теперь про вышивание. Вот это вот канва у меня остатки от сумочки, которую я делала. Ссылочку на место, где я купила эту заготовку, я оставлю под видео. А это канва, которую я нашла в ближайшем рукодельном отделе. В ней чуть потоньше вот эти перекладинки сами, но квадратики все равно и в той, и в другой такие, что туда проходит крючок номер 2,5. А это нам необходимо при вышивании крючком. Вообще, для того, чтобы вышивать, конечно, сначала нужно придумать рисунок, каким вы будете вышивать. Сейчас я покажу вам на вот таком маленьком кусочке сам принцип вышивания крючком. С канвой очень хорошо работать, ее можно отрезать. Уголки, правда, закруглять не получится. Если вы режете свою канву, то учитывайте то, что тот квадратик, по которому мы режем, он уже с дефектом, то есть это уже не квадратик будет, и его в расчет не берите. Во-первых, по краю изделия я предлагаю сделать вот такую окантовку, которая не только красоты добавляет, но и позволяет нам потом сшивать части между собой. Эта окантовка обвязывается столбиками без накида, а по столбикам без накида уже очень удобно сшивать изделия. Это мы с вами знаем. Поэтому, когда вы прикидываете рисунок, который у вас уложится на вашей заготовке, имейте в виду, что по одному квадрату по всему периметру у вас уйдет на обвязку. На остальных внутренних квадратах вы можете размещать свой узор. Сначала я предлагаю сделать обвязку. Во всяком случае, мне так было удобнее. Делаем начальную петельку, как обычно. Я еще всегда начинала не с уголочка. Мне кажется, так удобнее не запутаться. Но если хотите, начинайте с уголочка. Я начну, например, здесь. Вытаскиваем ниточку. Еще удобнее взять ниточку, которая не расслаивается. Ну вот у меня пряжа Эджита. Она просто очень красиво поблескивает, поэтому я ее взяла, и цвета мне нравятся, она расслаивается, но ничего. Главное на изнанке смотреть, чтобы подхватились все ниточки. Вытаскиваем и делаем одну воздушную. Узелок уберем на изнаночную сторону. И дальше, как обычно, мы делаем в следующий квадратик столбик без накида. Следующий квадратик, столбик без накида. И так проходимся по всему периметру. Когда доходим до углового квадратика, то туда делаем 3 столбика. Если есть возможность немножко срезать этот уголочек, то срезаем. Некоторая канва с очень тоненькими этими перемычками, и там все равно не получится его обрезать. Поэтому я сейчас не буду обрезать тоже, потому что не каждый это сможет сделать. Но все равно будет нормально. Вот 3 столбика в один квадратик, обошли уголок. А дальше все опять по одному.
Вот я обвязала всю заготовку, прихожу к самому началу. Как я делала здесь? Вот квадратик, откуда я вытаскивала первую петлю, он следующий у меня. Вот туда я еще делаю один столбик последний без накида. И пропуская первую воздушную, прикрепляюсь к столбику, который провязан в следующую петельку. Причем следующим образом. Я вытаскивала эту петельку за заднюю полупетлю следующего столбика, но с изнаночной стороны вдевала крючок и вытаскивала туда вот эту петельку. Теперь петля эта на изнаночной стороне, можно ее тоже чуть-чуть вытянуть. И теперь с лицевой стороны, под тем же столбиком, из которого только что вытаскивали, вставить крючок и вытащить эту петельку на лицевую сторону. Так просто получилось красивее и незаметнее окончание этого ряда и начало следующего. Вкалываем следующий квадратик. Нитка у нас снизу идет, которая к клубку. Захватываем нить, вытаскиваем на лицевую сторону 2 петли на крючке и протаскиваем одну петлю через другую. Тамбурный шов. В следующий квадратик вставляем крючок, захватываем нить, вытаскиваем на лицевую сторону и протаскиваем через петлю на крючке. И так проходимся опять же по всему периметру. Получается вот такая окантовочка. Так, заканчиваю я ряд так. Откуда выходила первая петелька, туда я еще делаю вкалывание. Захватываю нить, вытягиваю. И теперь ниточку можно обрезать, вытащить. Вставляем пряжу в иголку и внутрь первой петельки вставляем иглу и вытягиваем на изнаночную сторону. Вот таким образом замыкаем ряд. На изнаночной стороне очень легко прятать эти все ниточки с помощью иглы. У нас на изнаночной стороне будут вот такие стежочки от тамбурного шва. И по этим стежочкам вот таким образом убираем эти нитки. Могу показать вам на изнаночной стороне. Вот здесь везде у меня спрятаны ниточки внутри каждого квадратика. И это не очень-то и заметно. У меня тут всего одна тонкая полоса, мне на ней проще распределить узор. Если вы на каком-то большом полотне распределяете узор, то можете в тетради в клеточку, например, или в Excel на клеточках нарисовать свой рисунок, какой вы хотите, сколько квадратиков или прямоугольнички у вас будут, на какой высоте, как они распределятся по всей длине вашего изделия и по ширине. Вот, например, у меня сейчас 8 клеточек в высоту и 37 в длину. Эти 37 квадратиков можно поделить на 3 части. Будет, например, 12, 12 и 13. 13 мы отправим внутрь, 12 будут по краям. В высоту они все будут у меня одинаково. Одна полоса по ширине должна быть одинакова. Итак, 37 клеточек. Можно на 3 части, можно на 4 части. 36 у нас хорошо делится на 4, по 9 клеточек получается. И одна клеточка лишняя, 37-я. Это я сейчас распределяю свой узор, когда у меня уже сделана окантовка. А, конечно, если вы делаете какое-то большое изделие, вы сначала намечаете узор, а потом уже делаете окантовку. Поэтому, если бы я сначала пересчитала все клеточки и поняла, что когда я вычту по одной клеточке с каждой стороны, у меня останется здесь 37 клеточек, а я захочу поделить на 4, например, части, и мне нужно 36 клеточек, одна лишняя, так я лучше ее тогда в длину отстригу, и тогда здесь у меня было бы
4 раза по 9 клеточек и в высоту по 8. Но сейчас я покажу главный принцип, как я начинаю вязать и как этот узор получается. Начинаем с какого-то края. Как начинаем? Берем, оставляем хвостик для того, чтобы потом иголочкой нам спрятать. Делаем начальную петельку и вытаскиваем ее из того квадратика, который был в обвязке. Пропихиваем туда крючок и вытаскиваем петельку. Мне так показалось, опять же, красивее просто. Вот. И начинаем вязать. Опять же тамбурным швом в следующий квадратик вставляем крючок, там ниточку подхватываем, чтобы все только подхватились, нити от пряжи, и протаскиваем. Опять вставляем, захватываем, вытягиваем на лицо и протаскиваем. Прошла до конца намеченных клеточек наверх и просто разворачиваемся в соседнюю. В длину я сделаю на 10 квадратиков. Это у меня уже крайняя 1 считается, вот этот столбец. Здесь последняя петелька была 1. Сейчас и во вторую уже сделала. Сейчас третью, 4-ю, 9-ю, 10-ю. Вот 10 квадратиков, можно пересчитать. И потом разворачиваемся сюда. Когда дошли уже до начала вязания, поворачиваемся и идем второй внутренний круг. И так получается, вяжем по спирали, пока не придем в центр. Итак, вот заканчиваю я квадратик, этот прямоугольничек закрашивать. Специально я не стала убирать тут одну петельку. Вот, смотрите, у меня в одном стежке не все подхватились ниточки, чтобы показать вам, какое может быть безобразие на изнаночной стороне. Вот как только вы такое увидели, сразу распустите до этого момента и все заново вот этот перевяжите. Поэтому почаще смотрите на изнаночную сторону. Опять же отстригаем ниточку, чтобы можно было в иголочку ее вставить еще. Вытаскиваем, вставляем в иглу. И вот таким образом я прятала в квадратик под уже связанной полосочкой, которая идет дальше в продолжение последних стежков. Туда убираем. Вот так. И на изнаночной стороне прячем тоже в эти стежочки. Стежочков 5-6 сделать и обрезать под корешок ниточку. Эту ниточку тоже спрятать получается вот сюда. Если мы имеем возможность начать с краю, то мы начинаем так, как я здесь показала. Если вдруг это внутренний какой-то квадратик, то просто из нужного окошка вытаскиваем первую петельку и начинаем шить. Узоры вы можете придумывать сами. Начертить на листочке в клетку ваши квадраты и намечать, каким путем вы пойдете. Ну, в общем, вот, как говорится, база для вашего творчества. Распускается это все просто, особенно пока мы не вытянули еще ниточку. Это вот так вот убирается и все. Если мы уже тут ниточку вытянули в конце, то просто эту ниточку сначала нужно достать на изнаночную сторону, и потом все распускается. Вот такой метод мне хотелось сегодня вам рассказать. Пишите в комментариях, пробовали вы такую технику, заинтересовала ли она вас. Расскажите про ваш опыт. Увидимся в следующих видеоуроках. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!